Кто думает о тебе днем и ночью? Давай посмотрим вместе. С вами Вика. И, как всегда, новый расклад Таро для мужчин. Для энергообмена настраивайтесь на расклад. Делитесь видео с друзьями. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. В общем, работы у вас, мальчишки. Ох, сколько работы. Конечно же, не забывайте писать комментарии для продвижения канала. Ну и самые стойкие, кто досмотрит видео до конца, получат маленький сюрприз. Итак, мои хорошие, давайте-ка смотреть, в каких же вы энергиях. Кто хочет на личный расклад, телефон под видео. Ох, вы такой парень, хоть куда. Ох, вы шальной такой. Знаете, у вас такой тандем. С одной стороны, вы очень можете быть открытым, компанейским, такой коммуникабельный такой. С другой стороны, вы можете кардинально поменяться, причем это может в секунду, знаете, меняться настроение. Конечно же, это зависит от ситуации. Кстати, особенно этот характер подходит, близнецам. Вот, близнецы, они как, знаете, то ты сейчас в хорошем настроении, через 5 минут ты в плохом. Знаете, вот я всегда говорю, близнец это да, но потом. То есть он может отказывать, он может чудить, он может огрызаться. А потом, да, но потом. Он согласится, он все сделает, но потом. Ребята-близнецы, напишите, я права или нет. Кстати, давайте как раз под шумок сделаем маленький опрос. Какой у вас знак зодиака? Давайте посмотрим, какой стихии больше, да, вот кто у нас будет превалировать. Водные знаки, либо же там огненные. Но вот характер, я бы сказала, да, несмотря на то, что вот вы себя можете вести как близнец, иногда двояко, но характер огненный, характер страстный такой, живчик, ревнивец. Какой же вы ревнивец? Это просто. Ревнивцы, напишите, ребят, отзовитесь. Есть такие патологические ревнивцы? Вы человек, который очень любит комфорт. Вы очень любите уют. Вы любите, знаете, я вам скажу по секрету, может быть, кто-то начнется возмущаться. Начнется, да, я уже все, уже заговариваюсь. Начнет возмущаться. Вы любите, чтобы в основном было так, как вы хотите. И вы этого добиваетесь всякими способами. Кто-то будет тупать ногами, кто-то будет легко направлять окружающих. И неважно, это жена, это друзья, это коллеги по работе. Вот вы умеете так лавировать, вы такой тонкий дипломат, вы умеете своего добиваться, но опять-таки разными способами. Иногда можете и кулаком стукнуть, иногда можете, знаете, сюси-пуси сделать, но это будет такая тонкая манипуляция. Напишите, кто такое творит, ребят. Творит и вытворяет. Был у вас период, либо же у кого-то сейчас может проиграться, что, знаете, какие-то вот были ограничения, вот как будто кто-то замыкался в себе, может быть, был период, когда не хотелось ни с кем общаться. Кто-то, может быть, реально был, то ли в больничке, да, вот был период, когда лежали в больнице, что, вообще общения как такового не было. Причем я вам скажу, что этот период, когда вы не хотели вот ни с кем общаться, вы очень так, скажем, плодотворно, что ли, провели. И даже не важно, даже если вы вот кто-то лежал в больнице, все равно вы, то ли книжки читали, то ли в интернете, может быть, что-то познавательное смотрели. То есть вы не так, что валялись, бездельничали, нет. Хоть и коммуникаций было мало, но все равно вот вы как-то вот любите развитие, саморазвитие, самопознание. Вы вообще любите поразмышлять. Вы такой человек, который имеет аналитический склад ума. Вообще все, что происходит в вашей жизни, вы как будто просчитываете, да? Вот направо пойдешь, это будет, налево пойдешь, то-то же будет, да? Поэтому вот вы как будто просчитываете. Про лево я сейчас не то имею в виду, что вы подумали.
То есть вы так рассчитываете, да, вы не будете совершать какие-то спонтанные манипуляции, да, вы не будете спонтанные действия делать. То есть все хорошенько взвешенно, продумано. Ну и когда вам выгодно, конечно же, вы готовы наступить даже на свой характер. Особенно те, кто имеет, ну, такой довольно жесткий характер. Я никого не осуждаю, да, я просто описываю вот вас. У кого-то срезонирует больше, у кого-то меньше, кому-то, может быть, не подойдет расклад. Поэтому никого не хочу не обидеть. Вы знаете, что я вообще белая пушистая и очень добродушный человечек. Кто давно со мной знает, что я стараюсь всегда очень деликатно подбирать слова, чтобы никого не обидеть, да. В общем, люблю себя любимую, да. Ну что, погнали смотреть. Еще что хотела бы сказать. Вот как-то мне идет информация, что очень много одиноких людей среди вас. И одиноких, неважно даже, вот есть сейчас пара у вас или нет. Это и холостяков сюда можно отнести. Это и люди, которые давно в отношениях. Да даже те, кто познакомились недавно, ну вот как-то особо я не вижу таких вот страстей. Может быть симпатия, может быть влечение, увлеченность, да, но все равно вот присутствие такого духа одиночества. Вот, ребят, вот напишите, у кого резонирует. Давайте смотреть все-таки, какая женщина к нам сегодня пришла на расклад и кто же все-таки думает о вас днем и ночью. Ух ты! Ой, трэш, сейчас кто-то мне точно напишет, змея пришла, да, гадюка очередная, да, ребят, и смех, и грех. Ну, женщина, я вам скажу, по темпераменту она приблизительно как и вы. Да, она может быть колкой, она может быть той самой гадюкой, такой змея подколодная, да, но не в том смысле. То есть она может ужалить, если надо, она может уколоть, она может такой острый язычок иметь, она может быть в то же время такой белой пушистой, да, вот как эта змея так обвелась, да, вокруг шейки, да. Она может быть такая ласковая-ласковая, если ей нужно. Но если это не нужно, то она эту шейку может так хорошенечко так зажать, да, и добиться своего. То есть она человек, который точно так же, как и вы, она знает, кому улыбнуться, кого зажать, кого прижать, кем сманипулировать. Ну, то есть назвать ее простушкой я точно не могу. Она такая вот ускользающая, она может быть таинственная, она может быть даже казаться такой недостижимой для многих мужчин. В ее жизни были ситуации, когда хотелось, ну вот реально, просто проводить время за рюмочкой чая, да, потому что были сложности. У нее был очень тяжелый период с мужчиной связан. Мужчина, ну, скорее был моложе, чем она. Тяжелые отношения были. Ну, мы не будем сейчас об этом. Нас, в принципе, особо это не интересует, да, ее прошлое. Но, тем не менее, она все-таки не опустилась. Она не опустилась, что вот она не подсела на рюмочку чая, но мысли такие были. У кого-то может проиграться, что ну, ее к этой рюмочке даже кто-то подталкивал. Может быть, знакомые, может быть, друзья, там, да, вот давай расслабишься и так далее. Но она, ну, может быть, разок-другой расслабилась, но, тем не менее, хорошо, что она не опустилась. Сильная личность, самоуверенная личность. Даже, я бы сказала, ну, вот продуманная. Она у нас выпала мечевой королевой. Всегда знает, чего хочет. Как я уже сказала, может быть хорошей такой дипломаткой, да, не знаю, есть такое слово, дипломат, дипломатка, вот как вы. Ну вот я смотрю, это как будто ваша копия, только в женском обличье. Может быть колкой, может быть резкой. Не будет однозначно сюсюкаться. Такая, знаете, кто-то может сказать, ух ты, какая еще одна Мегера пришла, да зачем она мне нужна? Ну, сейчас мы будем разбираться, зачем вы ей нужны.
И знаете, очень часто человека заставляет быть жесткой жизнь, а у нее тоже был, как я только что говорила, очень тяжелый период. Он ее в большой вероятности и подкосил. Женщина, которая имеет, ну, то, что интуицию потрясающую, это 100%, а возможно, даже магические способности есть. Но когда она влюбляется, я вам скажу, что она становится вот ручной. Вот это ее спесь, гонор, вот какие-то понты вот эти все, да, которые могут тоже у нее проигрываться. Вот они как будто улетучиваются. Но вот как-то вот давненько вот она никого не любила. Вот не любила. Одно дело, когда ты общаешься, да, просто с человеком, а другое, когда ты, ну, влюбляешься по самое не могу. Я вам скажу, что она умеет любить. Она умеет быть нежной. И вот эта вот ее маска такая, железная леди, это всего лишь маска. Просто такой вот привет из прошлого. Очень часто этот привет бывает и у мужчин, и у женщин. И он выражается в той самой маске. Он выражается в отстраненности, да, от противоположного пола. Он выражается в том, что человек не доверяет. Ну, то есть много можно перечислять, поэтому не нужно судить строго. Давайте посмотрим, чем же вы ее так привлекли, эту такую серьезную леди, что она думает о вас днем и ночью. Ух ты! Она видит в вас сильным мужчиной, императором. Она влюбилась в вашу именно такую мощь. Я уже как-то рассказывала, что это чувствуется, да, мужская сила чувствуется энергетически. От вас она исходит 100%, а поскольку меня многие мужчины смотрят постоянно, регулярно, за что вам большое спасибо, да, такие верные поклонники мои. Поэтому вы выпадаете довольно часто вот таким вот сильным мужчиной-императором. Она это почувствовала, а ей так хочется надежности. Ей так хочется быть просто маленькой такой, знаете, маленькой наивной девочкой, а не той железной леди в маске. Она таковой на самом деле не является. Она видит в вас надежность. И, кстати, она почему-то вот считает вас романтиком. Она это либо же знает по рассказам, потому что общие знакомые у вас есть. Мы не будем углубляться, как всегда, я не привязываюсь, да, а то сейчас вот я скажу, что у кого-то она где-то рядом живет, да, и вы будете сейчас вот ходить, думать, мониторить, а может быть она у кого-то на работе, а может быть у кого-то она на отдыхе у вас будет, да, либо еще где-то. Поэтому не привязываемся. Смотрите, она, скорее всего, темноволосая, она среднего возраста. Она, ну, она такая довольно уверенная в себе. Поэтому это такие основные опознавательные знаки. С ней бывает иногда сложно, потому что здесь присутствует характер, как я уже сказала. Не все мужчины любят женщин с характером. Вообще проще, знаете, вот проще быть с дурочкой. Многие так почему-то говорят. Ей проще вешать лапшу. Правда, ребят? А ну напишите, кто считает так. Вот так завести себе там, как собачку, да, вот глупенькую женщину, вешать лапшу, управлять ею. Есть такие. Я не говорю это о вас, да, поэтому не обижайтесь. Но есть такие мужчины, и причем много. А вот умной женщине ты уже так прям не навешаешь лапши, потому что она все взвесит, она все проанализирует, она обдумает, когда ты пришел, когда ты ушел, где ты был, она сопоставит. И здесь довольно сложно выкрутиться. Да, конечно, можно тоже ее обмануть, но уже будет сложнее. Поэтому я вам скажу, что вы вряд ли ее пока рассматривали как какую-то даму сердца, потому что это может даже быть из-за ее такой внешней холодности, неприступности. Но ей-то вот вы нравитесь.
Вы-то нравитесь именно своей силой, мощью такой, надежностью. Это такие основные 3 кита, которые любят и ценят все женщины. От вас исходит, кстати, еще может такое проиграться, особенно, ну, кто из вас такой более-менее денежный, да, средний уровень и выше. Возможно, вы одеваетесь довольно неплохо, может быть, даже кто-то ездит на очень такой неплохой машине. Вы еще источаете энергетику денег, энергетику достатка. А женщины это видят и чувствуют. Они не задумываются, что, может быть, вы купили двое, там, ну, пару брюк, да? Пусть они будут брендовые, дорогие. Либо же там часы дорогие. Может быть, вы экономили год и собирали. Они не думают об этом. Но вот почему-то вы создаете у женщин такое ощущение, что вы очень обеспеченный, что вы, ну, такой супер-пупер мужчина. Поэтому здесь такой тандем. И сила, и то, что за вами можно быть как за каменной стеной. Потому что, ну, любая женщина, вот, ребят, как ни крути, она все равно будет взвешивать, что у мужчины есть, а что нет. Вы прекрасно это все знаете, да, что женщина, но она вряд ли будет с мужчиной, у которого ничего нет. И это не про выгоду. Это идет даже, знаете, вот на инстинктивном уровне. Потому что женщина, когда смотрит на мужчину, она уже в голове, она уже мысленно, она уже вышла за вас замуж, родила детей. И это подсознательно происходит. Она должна быть уверена, что этот мужчина будет добытчиком, что он прокормит потомство. Это идет еще, ну, с пра-пра-пра времен. Это не про ту выгоду, о которой многие из вас сейчас подумали. Женщина должна быть уверена рядом с мужчиной в завтрашнем дне. Понимаете? Кто-то может сейчас обижаться, может говорить, да зачем она такая нужна. Но это не про корыстность, это не про выгоду. Если вы так думаете, значит, вы меня недопоняли. Женщина, любая, еще раз говорю, она всегда просчитывает. Допустим, у мужчины нет работы, да? Ну, естественно. Женщина думает, хорошо, а как он будет содержать семью? Здесь дело даже не в чувствах, потому что все равно чувства и быт, но это все взаимосвязано. Вы можете со мной поспорить, потому что когда не хочется кушать, вернее, когда хочется кушать, а холодильник пустой, и добытчик, ну, к примеру, да, лежит на диване, потому что у него нет работы, ну, я думаю, очень быстро здесь всякая любовь пройдет. Вот, ну, честно, ребят, вы можете сейчас там бросать камни, все что угодно говорить, можете писать свои мысли, но я вам говорю так, как думают многие женщины. Я сейчас просто доношу то, что говорят многие женщины. Но у вас совершенно другая история, да, вы наоборот истощаете надежность, силу, уверенность и какой-то вот романтизм. Кстати, кто-то из вас даже воспринимается как такой, ну, герой-любовник. Есть какая-то сексуальность, может быть, вот какое-то такое притяжение. Знаете, еще скажу такой момент, чтобы вы немножко улыбнулись, а то, я думаю, может быть, расстроились, да, после того, что я сказала. Многие женщины тоже все-таки обращают внимание и на внешность, да. Кому-то нравятся глаза у мужчины, кому-то широкие плечи, у кого-то, ну, такие накачанные ягодицы, да, то есть такие моменты тоже не упускайте. Поэтому, кто любит спорт, кто занимается спортом, либо раньше занимался, вы можете возобновить это все. И снова быть таким упругим и накачанным во всех местах. Так вот, вернемся к нашим баранам, да. Эта женщина, вот она настолько увлеклась вами, она бы хотела иметь такого мужчину, как вы. Я не буду повторяться, да, потому что от вас сила и мощь идет. Но она не из тех женщин, которые будут бегать и вешаться на вас.
Поэтому иногда она бывает даже вот загрустит как-то, да, бывает опускает руки, потому что вы ее, ну, не замечаете. Вот не замечаете. Почему? Смотрите, у кого-то из вас может проиграться, что не замечаете, потому что, ну, не в том настроении, может быть, не отошли от прежнего развода. У кого-то может проиграться, что, ну, не хочется сейчас отношений. Вот не хочется. Ну, и могут быть еще такие среди вас, кто реально, даже вот общаясь как-то, пересекаясь с этой женщиной, именно из-за ее какого-то характера, такой, может быть, жесткости даже в общении, она может вас немножко отпугивать. Но она-то этого не знает. Она-то за вами скучает, она думает. Даже, я бы сказала, она немножко следит за вами. И если она знает ваши соцсети, она может следить, да, вот часто заходить, когда вы были последний раз, фотографиями любоваться. Она может, ну, чуть ли не в сторонке стоять и смотреть на вас. Но это такая реально тайная поклонница ваша, пусть и с характером, пусть и с какими-то своими тараканами, но ей бы очень хотелось с вами быть. Вот она, кроме вас, никого не замечает. Ни молодых мужчин. Она, кстати, нравится даже молодым мужчинам. Вот почему-то к ней тянутся молодые мужчины. Но она никого не замечает. Вот вы и только, вот ты и только ты, хочется сказать. Вот такая она, знаете, ну, верная какая-то, верная. Хоть и со своими причудами. Хотя, в принципе, они у всех есть. Что же может быть у вас или не быть? Смотрите, здесь может так судьба злодейка повернуться, что будет ситуация в вашей жизни, что вы пересечетесь с ней и пересечетесь в какой-то ситуации. Это может быть какая-то, ну, гулянка. Это может быть какая-то такая ситуация, когда вы в чем-то ей поможете. То есть у всех по-разному проиграется. Кто-то в компании с ней, может быть, день рождения будет, может быть, еще какой-то праздник, да, на улице может быть праздник, там какой-то всемирный праздник, я не знаю. У кого-то может также проиграться, что вот будет ситуация, когда вы ей поможете. Ну, такой рыцарь будете, да, вот рыцарь на белом коне. Может попросить о помощи, либо же вы сами увидите, да, что у нее там где-то что-то проблемы. Вплоть до того, что сумки тяжелые возьметесь донести. Или она попросит. Конечно, у каждого это будет по-своему. Но, тем не менее, после этого у вас есть шанс, что вы начнете как-то вот с ней все больше и больше общаться. Хотя вы будете все больше думать. Вот такая непростая, характер. Но, тем не менее, вам будет интересно ее покорять. Вот знаете, как вершины какие-то. Вот просто как горные вершины вы ее будете покорять. Чем больше будете общаться, тем будет интереснее. Даже может дойти до того, мальчишки, что кто-то из вас влюбится в эту такую даму с характером. Поэтому вы можете подумать, да, у кого-то срезонирует, у кого-то, может быть, нет. Это общий расклад, поэтому не нужно мне писать, что вот, я такую не знаю. Ну, конечно же, это общий расклад. Может быть, и не знаете, а у кого-то срезонирует. Ну и самые стойкие, кто досмотрел это видео до конца, давайте посмотрим, какой же совет от Таро будет. Ну, хотите вы или не хотите, но любовь придет в вашу жизнь. А вот придет, причем оттаете, даже те, кто были вот такими вот снеговиками. У кого сейчас зима и гололед в душе, снеговики, я сейчас к вам обращаюсь, оттаете, и будут новые отношения, новая любовь и новая жизнь. Чего я вам всеми желаю. Вот такой был сегодня расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!